Вітаю вас у своєму домашньому квітнику. Сьогодні відео для тих, хто дуже чекає про черенкування. Отвечу на вопросы, сделаем работу над ошибками, покажу свои результаты спустя месяц и дам, может быть, некоторые советы, которые помогут вам не бояться черенковать зимой. Ну что, если вы все-таки рисковый человек и решили даже первый раз или второй повторяете раз черенкование зимой, это видео для вас. Прошел ровно месяц и 3 дня с тех пор, как я поставила свои черенки. Предыдущее видео можно посмотреть по ссылке в описании к этому. После 2-3 недель, ну или 10 дней, смотря какой сорт, простояли наши череночки с ивой. Мы их поставили, заглубили в наши стаканчики. И они стоят у нас в контейнерах пластиковых. Я вам позже покажу, вот они внизу стоят у меня. И ухаживаем за ними. Скажу сразу, что зимнее черенкование, конечно, более проблематичная, более хлопотная, чем летнее. Летом мы что делаем? Черенки зеленые обрезали, заглубили в землю, накрыли прозрачным каким-нибудь прозрачной емкостью или горшком, я от орхидей накрывала, и забыли на 2 месяца. Рядом капельная трубка, они поливаются, в тенечке стоят, все прекрасно, и они укореняются быстрее, без всяких хлопот. Но есть одно но. Эти ваши черенки не зацветут в этот же год. Не зацветут и на следующий 50 на 50. Если укоренились хорошо и мощные, дадут побеги, которые зацветут. А если совсем малюсенькие вы зеленые череночки, не факт, что они зацветут. К осени они только одревесневеют. И на следующий год, ну как получится. Поэтому я предлагаю комбинировать, если вы только учитесь черенковать, и зеленое черенкование, вот такое черенками. Значит, смотрим, что у меня получилось. Я вам буду ближе показывать, и вы будете видеть. Гортензии в разной степени укоренения. Вот это пинки-винки. Только-только первый листочек выпустила. Простояла месяц при ежедневном опрыскивании водой и в тепличных условиях. У этих двух, это Limelight и Vanilla Phrase, вот такие у нас побеги. Побольше, поменьше побеги. Возраст у них разный немножко. Я с разницей в неделю. Только смотрю, вот тут они у меня на окошке стояли. Только появляются точечки, я их вытаскиваю сюда и в контейнер. Я вам все показывала. Есть выскочки, скажем так, которые уже укоренились. Как я об этом узнала, тоже немножко позже. Ну а сейчас, что же я делаю? За этот месяц, если вы вместе со мной черенкуете, мы постепенно приоткрывали емкость на 5, на 10 минут, каждый день прибавляли. Так вот, мои гортензии стоят в открытых контейнерах. Я вот вам покажу даже. Вот они стоят тут. Это эти я вытащила. По 3 часа. По 3 часа уже стоят. Потом я их брызгаю водой и закрываю. Что надо обязательно учитывать? Утром вы встали. Их я ставлю тут уже напротив солнышка, потому что под фитолампами у меня петуний, видимо-невидимо. И помидоры я поставила, но я их меняю местами, чтобы все-таки, когда не солнечный день, доставалось моим гортензиям солнышко искусственного. Так вот, утром я открываю их и брызгаю. Брызгаю. Где моя брызгалка? Сейчас покажу, как брызгаю. Вот она.
Вот моя брызгалка, так вот, нюанс по брызганию. Первая ошибка многих. Не на землю брызгать, направлять струю, не на землю, а по листикам, то есть вот так вот поверхностно, чтобы самые мелкие капельки только долетали до наших листиков. В чем тут нюанс? Нюанс в том, что после того, когда мы поставили наши черенки на укоренение, у них же еще корней нету. И они получают все свое питание только через листики, которые появятся у одних быстрее, у других медленнее сортов. Так вот, мы только через листья полив осуществляем. Если вы будете прямо впритык брызгать на землю или на вот этот листик, у вас у основания частая ошибка, у меня сейчас где-то даже такое и есть. Сейчас я вам покажу ее. У основания, где наш побег с одревесневевшим черенком начинает свое, рост свой начинает, почечка только открывается, начинает гнить наш росточек будущий. Это значит, что мы переувлажнили. Прямо прямой струей направили, чтобы больше воды получил. Вообще в зимнем черенковании самое главное не перелить и не засушить. Как ни парадоксально, вянут листики у гортензий. Второй частый вопрос. У меня такого нету в этом году. В прошлом году был. Вроде все нормально. Росточки хорошие, зеленые. Сейчас я вам покажу, как узнать, вот он зеленый, насколько ему хорошо или насколько ему плохо. А потом вдруг раз, повисли и никакой реанимации не поддаются. Так вот, вторая ошибка. Вы или перелили, или засушили. Про перелили. Если перелили, меняется цвет листиков, они становятся, знаете, такие темно-зеленые и вялые. Вы когда их вот так вот палочкой или чем-то карандашиком трогаете, они назад не становятся, то есть они не упругие, а такие как тряпочки вялые висят. Так вот, если вы перелили, земля не рыхлая вот такая, тут, наверное, уже вы ничего не сделаете. Земля уплотнилась, мокрая, можно сухим пальчиком попробовать. Если вот так вот легко земля туда-сюда не перебирается, а более плотным мокрым комом. В случае с нашими комнатными цветами при переливе, что мы делаем? Мы полностью меняем грунт. В случае с гортензиями, если мы начнем их сейчас дергать в новый, более сухой грунт, скорее всего, что тоже ничего не получится. В общем, если перелили, залили, наверное, этот саженец придется убирать. Но если наоборот, слишком долго простояли ваши гортензии. Был у меня случай, я их открыла, на улице солнышко, и Света побежала уже ямы копать для своих штамбов, там намечать пересадки, я обрезаю фруктовые деревья и забыла. Представьте, они у меня часов 5 простояли. Я пришла, и, к сожалению, у некоторых гортензий, черенков, листики прямо так повяли. Повяли листики. Но это лучший вариант, если такое произошло. Этот мы можем исправить. Мы быстренько их опрыскиваем сверху по листикам. Закрываем. Часа через 2 еще более кардинально, чтобы листья напитали нашу влагу, и они поднимутся. Все хорошо. Самый худший вариант – перелив. Я смотрела видео, там одна хозяйка рассказывает, в холодильник их там надо как-то что-то там делать с ними, реанимировать. Я вам советую этого ничего не делать. Одно расстройство вы получите, понимаете, суеты много, толку ноль. Во всяком случае, можно нарезать новых, поставить и повторить эксперимент. Поэтому всегда черенков нарезайте чуть больше, чем вы хотите гортензий. Так, следующий. Третий я хотела сказать.
Значит, про перелив я сказала, про недолив я сказала, как укоренятся наши гортензии. Сейчас самый важный, самый такой экстремальный период наступил с нашим укоренением. Почему? Потому что, у кого листики есть, им уже получше. У кого только пробудились почки, не загубить все в самом начале. Корешки, вот в данном случае, наверное, корешков еще тут и нету, только проклюнулись. Они еще в землю даже толком не распространили все свои корешочки. И ждать нам для того, чтобы понять, укоренилась или нет, 1,5-2 месяца. Опять зависит от сорта. Поэтому до конца, мне вот ждать до конца марта, начала апреля. Я уже буду видеть, которые буду оставлять, остальные, которые слабо живые, не живые, буду убирать. А в начале июня я буду их высаживать уже в грунт. Вот это вот уже точно укоренилось. Сейчас расскажу, почему и как. Вот у меня тут есть прямо такие красоточки. Их уже штук 5. Это сорта Фрейс Мельба. И это Фрейс Мельба. В этом году почему-то полярный медведь и Фрейс Мельба хорошо себя чувствуют. А ванила Фрейс не очень. Некоторые даже и почки не раскрыли. Вроде как конус зелененький был, а потом засохло. Именно ванила почему-то. Вот наша гортензия Фрейс Мельба. Смотрите, какая она красоточка. Это уже деревце, у которого 100% пошли корешки. Я горшочек специально темный брала. Мне уже не обязательно туда заглядывать, разглядывать. Где там те корни. Это я в прошлом году сильно переживала и прямо их задергала. Эта гортензия уже растет на своих корнях. Почему? Показываю. Потому что после вот такого состояния, когда 2 листика, даже не такого, даже вот такого, после вот такого состояния, если у вас вот такие гортензии, только там 2 листика, тут еще все непонятно. Тут вы можете что-то нарушить, повредить, и укоренение не пойдет. В данном случае у нас удлиняется наш побег. И пошли новые листики. У меня уже 1, 2, 3, 4 ярус пошел листиков. С этой стороны 2 листика замокли, завяли, и я срезала их. То есть должны пойти боковые побеги. Перелила, сильно направила струю на листья. А тут уже, смотрите, наша веточка. Это наш уже кустик, представляете, прошел месяц. Фрейс Мельба нас вот так порадовала. Что еще хотела сказать? Вот, когда у нас листики, даже вот такие по 2 листика, кроме простого обрызгивания, каждый день по 2-3 раза, мы можем начинать их кормить. Им же надо какой-то стимул для роста. Корней еще толком нет. Все питание, как я сказала, они получают из нашей струи, опрыскивания из воды из этой. Сейчас покажу препараты, которыми мы раз в 3-4 дня, каждый день, удобрениями всякими их забрызгивать не надо. Вы понимаете сами, что чем больше мы на них будем всего лить, они загнутся, завянут и скажут: все, ничего мы не хотим больше. Что я делаю? Сейчас показываю вам препараты. Значит, на данном этапе, когда у нас что-то укоренилось, что-то не укоренилось, если вы заметили по земле, это опять же из-за чрезмерной влаги. Если вы их мало открываете, увеличиваете им прогулочное время, может быть на почве пойти плесень или такая как паутинка белая, биофунгицид фитоспорин. Развели какую пропорцию, как темный чай. Развели
Темный такой будет раствор. Процедили, чтобы ничего не было. Почему био? Потому что он не такой токсичный, как какой-то фунгицид, не био. И попрыскали. Брызгаем мы все равно на листья, а не на почву. Осядет конденсат, и наша вот эта белая паутинка пройдет. Но лучше, конечно, этого не допускать. Это уже перекос в агротехнике пошел. Первый вам звоночек. Больше проветривайте. Вот, забыла про проветривание. Сейчас продолжу про препараты по проветриванию. Вообще в теплицах в промышленных при черенковании, при укоренении включают вентиляторы, чтобы было движение воздуха. Потому что даже если мы наш контейнер открыли, он же емкость, и там стоит воздух, просто стоит. Сверху что-то поднимается. По-хорошему надо или проветривать помещение, но если сильно холодно, мы можем их застудить. Включать вентилятор, второй способ. Ну, я сильно не заморачиваюсь. Я беру крышку большую от большого контейнера и вот так вот пару минуток создаю им такие турбулентные завихрения. То есть воздух там ходит, стоячий, не стоячий. Все происходит, крутится, вертится. И им я скажу хорошо. Не забывайте. Или вентилятор где-то вдалеке включите, и будет... Ну, вентилятор надо включать не прям на, понятно, что черенки, а чтобы просто в комнате движение воздуха было. Ну, я, проходя мимо, так помахаю. У меня все хорошо получается. Дальше. Дальше мы можем им уже какие-то удобрения, стимуляторы роста через лист. Не на землю, через лист. Даже если это, вот, допустим, у меня удобрение мастер. Мастер – это водорастворимое под корень. Я его развожу, только учтите концентрацию. Мы же на маленькую бутылочку разводим. Не на 10, не на 8 литров. Очень чуть-чуть на чайной ложечке, там вообще немножко на краешке. И опять же по листу. Это у меня удобрение для гортензий. Я вам покажу ближе. И тут для магнолий, гортензий, азалий, рододендронов. И тут преобладает у нас фосфор. Я покажу формулу. Фосфор и калий. Сейчас нам листовая масса, азот. Не надо, нам не надо, чтобы огромные у нас листья выросли, а корней нету. Эти листья и завянут. Поэтому формулу используйте, где меньше азота. Дальше я это использую для своих крупнолистных гортензий. Они у меня уже перевалку я сделала, стоят на окошке в большие горшочки. Честно говоря, делала перевалку. Огромные корни заполонили все вот такие, но они у меня не в таких, вот в таких горшочках были, столько корней, у них очень мощные гортензии. Думаю, чего они у меня остановились в росте? Того и остановились, что им не хватало емкости. Так вот, хлороз случился, уже у нас начинается то одно, то другое. Что я использую? Я в хелатной форме железо. Но опять же, развела фирма Вилагра. Это, кстати, очень хорошая фирма удобрения. Все удобрения этой линейки очень хорошие. Вот, мы можем, но не переусердствуйте, где-то раз в 10 дней можно, если заметите цвет листиков у наших черенков. Поменялся бледненький такой лист, должен быть ярко-зеленый. Смотрите, следующая напасть, но она будет не сейчас. Я уже по опыту знаю, недели через 3. У нас на вот эти листики наши клещ может напасть. Или комарик вот этот, который, знаете, мошка летает, повышенная влажность, нет вентиляции. Вот почему вентиляцию надо обязательно. Я буду дальнее окошко открывать уже совсем скоро. У нас хороший плюс ожидается через недельку. Ну, через 10 дней вообще весна. Так вот, обязательно проветривание. Если вдруг заметили что-то не так или кончики листочков, как определить 5 признаков клеща, у меня есть видео. Я рассказывала весной на своих уличных растений. Ну, а гортензии, у нас же уличные. Поэтому клещ может и тут. Sunmite использую или Norel меняю.
концентрацию обязательно нормируйте. Что дальше? Вроде бы я вам все рассказала. Сейчас отдельно покажу, что не показала. Доснимаю, доделаю. Больше видео, наверное, про черенкование не буду делать, а только когда уже в грунт их высаживать. В принципе, на все вопросы я ответила. Если вот этот комарик, который летает, и ни вентиляция не помогает, ничего, надо просто от мошек инсектицид, но придется по земле, потому что личинки того комарика прямо у нас в грунте. Но желательно, чтобы он нас не посетил хотя бы ближайший месяц, когда уже наши кустики, прям кустики, не могу нарадоваться на своих деточек. Их у меня 4 контейнера, таких я вам показывала относительно больших. Ну вот и все. Задавайте свои вопросы, но вопросы задавайте общие. Индивидуальные консультации вы мне присылаете. У моей гортензии 3 ветки тут таких, 1 такая, какую мне срезать, что мне делать, я не даю. Вы понимаете, что это, во-первых, не видя растений, сделать невозможно. И это уже индивидуальные консультации по гортензиям. Я пока этим не занимаюсь. Может быть, в дальнейшем буду консультировать по видеосвязи, как-то я еще это не продумала. Ну, в общем, общие вопросы, что касается гортензий. В принципе, я вам ответила, какие могут случиться неприятности. Не переливайте, не засушивайте, вентиляция, подкармливайте, удобряйте, и они вам ответят взаимностью. Это 100%. И черенкование гортензии древовидными черенками получается 100% получается. Выпады какие-то могут быть, но это из-за вашего уже невнимания или сильного внимания. Все, желаю вам всего хорошего в ваших экспериментах садов. И не бойтесь пробовать, не бойтесь. Я вот в этом году сейчас пойду на улицу, дообрезаю деревья, и я буду прививать плодовые. Первый раз. Не боюсь, купила себе 3 черенка, не черенка, побега. Яблоня такая красивая, называется Hidden Rose. Ой, нет, это пропионы. Или не пропионы, не помню. В общем, яблоня, зеленое яблоко, а в середине как клубника. Розовая и запах клубники. Сочная и красивая. Сорт напишу, какой забыла. Буду вот тоже экспериментировать с плодовыми. Просто надо не бояться и делать. Пусть ваши гортензии этим летом зацветут, ваши черенки, которые мы вместе делаем, и порадуют хозяйку за заботу. Всего хорошего.